Почему армии по всему миру плакали от радости прошлой ночью? Что именно произошло между Тэхёном и Чингуком, что оставило в недоумении даже тех, кто не является фанатами? Неужели мы стали свидетелями возвращения самого сильного дуэта BTS за всю историю? Никто не был готов. Не было никаких тизеров, никаких предупреждений, никаких загадочных твитов, никаких слитых размытых фотографий, ничего. Ничто не подготовило мир к взрыву, который разразился на экранах социальных сетей прошлой ночью. Это была не просто сцена. Это была не просто хореография. Это было духовное освобождение, чудо. И для миллионов армий это был долгожданный момент, который они боялись никогда больше не повторить. Тэхён и Чингук выступили вместе, исполнив хореографию, которая преобразила весь фандом BTS. Что послужило причиной? Где это произошло? Почему сейчас? Вопросов бесконечное множество. Но ответы пропитаны потом, страстью и воспоминаниями, давно погребенными под военными перерывами и сольными проектами. Представьте себе тишину мирового сообщества, затаившего дыхание. А теперь представьте, как эта тишина нарушается одним синхронным движением. Нежная сила Чингука встречается с грубым, чувственным мастерством Тэхёна. Этот момент был не просто танцем. Это была алхимия. Можно было почувствовать, как сдвинулась земля. Поклонники назвали это пробуждением, возрождением динамики Тэкук, которая жила фрагментами, мимолетный взгляд, мягкая гармония, легкая шутка, запечатленная на фанком. Но теперь они были там, не в фанатском монтаже, не в размытых воспоминаниях 2019 года, а в полном 4 Кельвина, в полном составе, под пристальным вниманием. Их тела двигались так, словно они были в одной крови. Каждое движение руки Чингука встречалось с многозначительным выражением лица Тэхёна. Это были не два артиста, танцующих бок о бок. Это была одна душа, разделенная движением. Кто это организовал? Планировалось месяцами? Или это стало результатом бессонных ночей и жгучего желания сделать армии неожиданный подарок всей жизни? Никакого официального заявления. Никакой пресс-конференции. Только выступление и поток слез, который оно вызвало по всему миру. Поклонники от Сеула до Сан-Паулу, от Парижа до Джакарты все еще пытались переварить эмоциональную тяжесть увиденного. Комментарии к трансляции были переполнены эмодзи и рыдающими сообщениями. ТикТок взорвался мгновенными правками. Твиттер, точнее, X, рухнул под трендовыми хэштегами, такими как решетка Тугданца Мирацле, решетка Армия с нотокой. А YouTube можно было бы переименовать в Taeyong and Jungkook Central. Это правда происходит? Спросила одна фанатка, сжимая в руках фиолетовый лайтстик, словно это было единственное, что ее сдерживало. «Я ждала этого 10 лет», — воскликнула другая фанатка в вирусном видеореакции, ее слезы блестели, словно конфетти, сделанные фанатами под светодиодными лампами комнаты. А есть еще и молчаливые, те, кто не произносит ни слова, просто смотрят на экраны в безмолвном благоговении. Это не просто танцы. Это замазывание ран. Это надежда. Помните те теории о том, что Тэхён и Чингук отдаляются друг от друга? Помните слухи, жестокий шепот в комментариях, кликбейтные заголовки, которые разрушили то, что фанаты надеялись сохранить незыблемым? Вчерашний вечер сжег все это дотла. Каждым синхронным поворотом и вращением плечами Тэхён и Чингук разрушали миф о дистанции. Они не просто выступали. Они объявили войну сомнениям. И теперь все спрашивают. Это был единичный случай? Или это дверь к чему-то большему? Стоит ли нам стать свидетелями новой эры? Возможно, дебюта юнита? Сюрприза на предстоящем празднике BTS? Или даже короткометражного фильма, основанного на синергии их движений? Возможности безграничны, а тайна захватывает дух. Но одно неоспоримо. Связь между этими двумя неприкосновенна. Больше всего поклонников зацепило не совершенство, а эмоции.
Дрожь в руках, взгляд, невидимая нить, которая соединила их после многих лет разлуки и индивидуальных проектов. Мощная энергия Чингука в сочетании с грацией Тэхёна создали нечто большее, чем искусство. Они создали святилище. Для тех, кто следил за их путем от преддебютных студийных репетиций до ослепительных прожекторов на стадионе, этот момент ощущался как замкнувшийся круг. Тэхён с его пронзительным взглядом и неприходящей элегантностью, и Чингук, золотой Макне, чьи мышцы, казалось, дышали в такт музыки. Две силы наконец-то обретают гармонию. Даже опытные хореографы были шокированы. Один эксперт, смотревший прямую трансляцию, назвал ее проявлением текучих эмоций, замаскированных под танец. Другой назвал это балетом братства и мужества. Но самый трогательный отзыв оставил фанат, написавший «Я видел боль. Я видел радость. Я видел каждую секунду их разлуки, каждый их шаг, и я чувствовал себя исцеленным». А вот и самый острый вопрос. Что, если это был их способ сказать что-то недосказанное? Что, если этот танец был письмом, признанием, прощанием, или, что еще трогательнее, что, если это было приветствием? Теории ходили самые разные. Некоторые считали, что это связано с предстоящим камбэком. Другие считали, что это было исполнением личного обещания. Некоторые думали, что это был эксклюзивный подарок для ARMY, способ сказать «мы все еще здесь, вместе». Как бы то ни было, эффект был неоспорим. Поисковые системы рухнули. Фан-страницы взорвались. Сайты с мерчендайзингом зафиксировали самый высокий всплеск покупок за всю историю. И самое трогательное, тысячи рукописных писем стали вирусными, от ARMY, которые наконец-то смогли поплакать по правильным причинам. Но один вопрос оставался, не давая покоя всему фандому. Сделают ли они это снова? Станем ли мы свидетелями уязвимости, силы и невероятной точности в одном выступлении? Или это было уникальное затмение, прекрасное, болезненное и исчезнувшее прежде, чем мы смогли полностью осознать его? Мы хотим знать ваше мнение. Вы смотрели, когда произошло волшебство? Выдержало ли ваше сердце танцевальный шторм Тэкука? Оставьте комментарий ниже. Поставьте лайк, если почувствовали, как что-то изменилось в вашей душе. Подпишитесь на каждый удар сердца от BTS. И помните, история не всегда приходит с пресс-релизом. Иногда она танцует перед нами, когда мы меньше всего этого ожидаем. Тишина после этого выступления была громче любого крика на стадионе. Поклонники по всему миру замерли, затаив дыхание, словно пытаясь уловить последние крупицы волшебства, которое только что улетучилось. Многие не осознавали, что по их щекам текут слезы, пока экран не погас. Дело было не только в хореографии. В том, что она значит, что символизирует, что оживляет. И вот эти перешептывания превратились в полноценные теории. Некоторые фанаты были убеждены, что освещение, фоновые эффекты и даже цветовая гамма костюмов Тэхёна и Чингука — это скрытые подсказки. Каждое движение было тропой, ведущей к большему раскрытию. Это был тизер секретного юнита? Это был тихий запуск документального фильма или новой эры, которую никто не ожидал? Или это было что-то более личное? Это был просто подарок ARMY. Любовное письмо, написанное в движении. Выражение лица Тэхёна во время выступления говорило само за себя. Его взгляд был не просто сосредоточенным, он горел. Были моменты, когда казалось, что он смотрит прямо в объектив, пронзая души каждого зрителя, который когда-либо мечтал о том, чтобы они танцевали вместе. А Чингук, как всегда, не сдерживался, двигался с такой точностью и страстью, что фанаты клялись, что чувствовали жар, исходящий от экранов. В какой-то момент они посмотрели друг на друга. Время словно остановилось. Это была всего лишь секунда, если моргнуть, то можно пропустить. Но эта секунда несла в себе груз лет. Мгновение, которое говорило «Я вижу тебя». «Я помню все». Фанаты анализировали кадры секунду за секундой, пытаясь расшифровать историю, которую рассказывали их тело.
Некоторые отмечали сходство со старой хореографией, намекая на скрытые отсылки к культовым моментам BTS, которые знали только ARMY. Другие считали, что это новая история, о воссоединении, преображении, о том, как боль становится красотой. А потом сюрприз. Закулисные кадры были опубликованы без предупреждения всего через несколько часов после прямого эфира. На видео Тэхён и Чингук репетируют, смеются, потеют, падают на пол, оттачивая особенно сложные движения. Это было сыро, не отшлифовано и так по-человечески. Слышно было, как Чингук говорит. Для них все должно быть идеально. И Тэхён, вытирая пот, тихо ответил. Они слишком долго ждали.